Причина возникновения тайных обществ – рождение древних магов среди людей. Такие маги являются носителями древних знаний и, кроме того, претендуют на некое особое положение в социуме. Ведь большая часть этих магов в прошлые времена была богами человечества и сохраняет связи с эгрегорами и культами древних богов. При рождении древнего мага в человеческом теле его сознание остается связанным с эгрегором такого бога. Маг в состоянии самадхи создает эгрегор бога и организует создание системы храмов, источников ментальной энергии. В храмах появляются жрецы, умеющие проводить энергию эгрегора к людям. Несмотря на предохранительные меры, связанные с кастрацией большей части жрецов и запрет на половую жизнь для служителей обоих полов, у них рождались дети. Иногда рожденный от жреца или жрицы ребенок является воплощением, аватарой данного бога. И у мага самадхи оказываются два тела. Одно законсервированное, старое, а другое новое, родившееся среди людей. Таким образом, сознание бога могло быть материализовано в теле ребенка. Прожив в теле человека, бог мог переродиться как обычный смертный, одновременно существуя как человек самадхи, то есть имея где-то тело самадхи, продолжающее функционировать. Многие из древних богов пережили подобный цикл воплощений, поэтому среди древних воплощающихся магов можно встретить тех, кто уже ранее достиг уровня 4-3. То есть не все древние маги имеют одинаковый статус. За древними богами тянется шлейф связанных с ними эгрегоров. Имея такую опорную энергетическую систему, эти маги могли создавать вокруг себя полноценные тайные общества, привлекая в них тысячи людей. Эти сообщества могли функционировать сотни лет, не исчезая после ухода создавших их магов. Маг, создавший такое сообщество, мог попадать в него же в последующих воплощениях. Основным капиталом тайных обществ является технология посвящений, при которой особый ритуал позволяет инициировать магический дар и активизировать союзников. Наибольшую ценность для тайных обществ представляют собой воплощения, союзники, жившие в период существования древней высокоразвитой техногенной цивилизации. Активизировав такого союзника с помощью ритуала, проведенного на собрании сообщества, руководители получали сразу же готового специалиста в какой-то практической области. Конечно, не имея развитой технологической базы, ничего сложного произвести не удавалось, однако некоторые простые приборы в кустарных условиях создавали. Сюда можно отнести греческий огонь, электрические разрядники и вечные лампы, сделанные на базе флуоресцентов и радиоактивных источников. Известно, что в древнем мире существовали разнообразные механические роботы-автоматы и оружие, изготовленное с использованием твердых сплавов. Используя наработки древних, тайные общества получали доступ к ресурсам и создавали магические школы. Нужно понимать, что в основе работы этих сообществ лежит потребность воплотившегося древнего мага в помощниках и ресурсах. Некоторые тайные общества объединяют свои усилия для совместной работы, другие входят в конфронтацию из-за раздела ресурсов, власти и артефактов. Существует несколько осей противостояния, имеющих под собой вескую основу. К таким осям следует отнести границу между лемурийцами, негроидными коренными расами Земли, и искусственными расами, белыми, созданными йотунами для захвата планеты. Далее противостояние между ванами и асурами, причем инициатива идет со стороны ванов, так как они были созданы именно для того, чтобы уничтожить асуров и отнять у них планету. Далее ось противостояния двергов, подземная цивилизация, и человечества, обитающего на поверхности. Похожая ситуация с альвами, живущими в океане и противостоящими населению суши. На уровне магических сообществ, 4-я каста, эти взаимодействия наиболее осознанны и поэтому поддаются регулированию. Люди же, 1-я, 3-я касты, не отдают себе отчета в причинах ксенофобии, поэтому с трудом находят компромиссные решения. Что касается магов, то они много проще относятся к совместной работе организаций конфликтующих сторон. В
Во время обеих мировых войн эзотерические организации враждующих сторон не прерывали контактов друг с другом. На протяжении веков тайные общества вели поиски и исследования древних артефактов. С момента гибели древних цивилизаций прошло много времени. Многие артефакты были найдены и вновь утрачены. Дошедшие до нашего времени сильные артефакты были надежно скрыты либо приведены в нерабочее состояние. Исключение представляли книги, заключающие в себе знания древних. Сами древние тексты были уничтожены или надежно спрятаны, однако упоминания о них сохранились у античных авторов. В средние века эти тексты были переписаны монахами и хранятся в библиотеках монастырей. Большое количество древних текстов было переписано тибетскими монахами, и поныне в книгохранилищах тибетских монастырей есть эти рукописи. Если рассмотреть магию как особый способ работы с информацией, то можно представить тексты, описывающие приемы такой работы. А если рассмотреть магию как способ общения с системой, то можно допустить, что его особые формулы – команды, которые система лучше понимает. Такие формулы могут быть включены в какие-то тексты. Обычно их называют гримуарами. Считается, что заклинание – это способ управления системой, получения желаемого от системы. Слово «каббалистика» означает именно «получение», и оно обязывает беспрекословно соблюдать дисциплину при задействовании подобных формул. Священников можно рассматривать как посредников-переводчиков, помогающих людям общаться с Богом. Маги же, использующие заклинания, действуют подобно программистам, для которых система как компьютер. Используя понятную систему команд, маг получает желаемую им реакцию мира. При этом можно рассматривать любой задействованный для коммуникации язык как канал ввода информации. Если язык активно используется вне системы, то канал зашумлен, информация не считывается или считывается некорректно. Чем меньше людей использует данный канал, тем лучше считывается команда. Количество людей, использующих данный язык, определяет диаметр, пропускную способность канала. Поэтому использование языка, по сути мертвого для получения адекватной коммуникации, может дать хороший результат. В настоящее время известно 3 таких языка. Иврит – язык асуров, санскрит – язык ванов и латынь – язык обширной Римской империи. Есть еще несколько распространенных языков, но из-за того, что они активно используются в настоящее время, каналы на этих языках сильно зашумлены. Особенностью тайных обществ является создание собственного канала, эгрегора, и языка, терминологии, которые могут быть использованы иерархами ордена. В тайных обществах могут проводиться ритуалы, направленные на формирование присущей только им системы команд. Каждый ритуал, проведенный с участием большого количества членов общества, представляет собой фиксацию только для этого сообщества, присущего ему сигнала, направленного в систему. Такой ритуал производится с конкретной целью – формирование формулы, вызывающей у системы однозначную реакцию. Это можно сопоставить с опытами по выработке рефлекса у людей или животных во вполне определенных исследователями целях. Таким образом, путем многократно повторяемого действия можно добиться от системы желательного ответа. Сформированную команду далее можно использовать уже в виде словесной формулы. То есть многократное повторение ритуала работает на закрепление заранее прогнозируемого результата. Часть тайных обществ, просуществовав некоторое время, исчезают, оставляя после себя описания и легенды. Но в случае повторного воплощения мага, создавшего общество, оно может воссоздаваться в новых исторических реалиях. Это дает возможность использовать ранее существовавший эгрегор и все наработки. Некоторые тайные общества были весьма многочисленными и обладали большой социальной значимостью. В связи с этим пристройка к такому исчезнувшему гиганту, пусть небольшого, не очень известного современного филиала, дает новой команде большие возможности. Проблема состоит в том, что нужно состыковать несколько эгрегоров, создав новый, который во многом стал бы продолжением старого. Для этого мало взять старинное название. Надо знать и применять наиболее важные ритуалы, систему команд и язык древнего сообщества и построить на их базе систему ритуалов нового.
Поэтому артефакты, связанные с тайными обществами, обладают ценностью. Они позволяют стыковать эгрегоры и использовать язык и систему команд, формулы, наработанные предшественниками. То есть существует цепочка преемственности между организациями: Орден Тамплиеров, Орден Розенкрейцеров, масонские ложи. Странные, хотя и известные в Европе организации, связанные с европейской культурой. Следует упомянуть и о традиции Востока, к которой относятся ордена суфиев и каббалисты, а также тайные общества Китая, Кореи и Японии. Наиболее известные среди них – Зеленый дракон, а также Белый и Черный лотос. Существуют также магические ордена Африки, общество ягуара, или людей-леопардов, и Океании, общество людей-акул. Нередко тайные общества считают себя наследниками других. Каждое такое общество формирует интегральное сознание, которое называется йодам. Такой йодам является ключом, дающим членам общества доступ к системе. Если рассмотреть ритуалы и знания, входящие в структуру йодама, то наиболее ценная команда – доступ к системе. Такой доступ представляет собой знание имени системы – Бога. Тайные имена Бога в том или ином виде присутствуют во всех тайных обществах. Существуют также изображения или символы, позволяющие получить доступ в систему. Среди каббалистов, наследников традиции асуров, есть группа магов, называющих себя Бааль-Шемы, хранители имени Бога. Они связывают свое знание жертвоприношением. Авраам приносил ритуал посвящения как капитал тайных обществ в жертву Богу Яхве своего сына Исаака. Однако посланный ангел заменил Исаака на ягненка, указав на угодную Богу жертву, и сообщил Аврааму имя Бога. Далее это имя передавалось по цепочке наследников традиции, так и сформировалась группа хранителей имени Бога. На протяжении жизни одного поколения существовало некоторое ограниченное количество посвященных, знающих имя. Само имя носит название тетраграмматон, четырехбуквие. Считается, что один из группы Бааль-Шемов, пражский раввин Иегуда Лев бен Бецалель, в XVI веке создал голема, глиняную куклу, и оживлял ее с помощью куска пергамента, на котором чертил имя Бога. Глиняный гуманоид выполнял приказы хозяина. Оживление куклы происходило аналогично истории о творении Богом человека из глины. Подключение голема к системе происходило за счет имени, начертанного на пергаменте. Код доступа. Все языческие религии формировали образы богов, исходя из их социальной функции. Большая часть языческих эгрегоров создавалась вокруг людей самадхи, маги уровня 4-3, которым нужно было накопить энергию для перехода в магонию. Каждый маг в течение ряда воплощений формирует ментальную структуру, находящуюся в магонии – патрон. Эта неразрушимая структура позволяет магу сохранять сознание между воплощениями. По мере формирования и роста патрона маг сохраняет все большую часть личности при перерождении и быстрее восстанавливается. Можно сказать, что патрон – это ключ, вставленный магом в гнездо доступа к системе. С ростом уровня мага увеличивается и область его доступа. Объединив вокруг себя большую группу людей, маг направляет поток ментальной энергии на свой ключ, расширяя доступную ему область операций в системе. Древние египтяне на базе доставшегося им наследия асуров, атлантов, формализовали систему в образе, известном как «дерево сефирот». Это схема, позволяющая детерминировать систему в форме 10 сефир, областей, и 22 каналов. Для работы с областями ментала планеты, сефирами, сформулировано 10 правил, законов, а для работы с каналами создано 22 аркана. Эти 10 сефир и 22 аркана – ключи доступа к системе. Доступ через сефиры является главным или приоритетным. Каждый из 10 сефир – это мир, аналогичный нашему, который имеет свой код доступа – имя Бога. Маг, имеющий код доступа к сефире, ключ, является координатором данной сефиры, а маг, владеющий кодом аркана, имеет власть ангела аркана. Мы обитаем в одной из 10 сефир Земли.
Сознание координатора обладает доступом через сефиру, являющуюся для него ключом. Доступ сефиры дает право использовать более сильные преобразования, чем ключ аркана – ситхи. Существует схема из 56 арканов по 4 масти – стихии, которая представляет собой план возможной эволюции сознания. Каждый из 4 путей разбит на 14 ступеней – арканов. Маг не выбирает путь, по которому идет. Этот путь определяется характером, сформулированным при прохождении каст людей. То есть к началу прохождения магических уровней у человека формируется структура сознания, которая предопределяет путь его магического развития. Используя ключи, маги могут преобразовывать свое сознание, чтобы формировать ментальные профили. Каждый из 14 ступеней соответствует определенный ментальный профиль. Ментальные профили по аналогии с органами физического тела делятся на пассивные, аналогичные органам чувств, и активные, аналогичные конечностям. Развитие мага можно описать как движение по спирали. На каждом этапе магических практик формируются определенные способности. Аналогично большому аркану спираль развития сознания имеет 2,5 оборота. На первом витке происходит формирование 9 качеств, со 2 по 10 малый аркан. На втором витке от валетов до королей происходит настройка созданных ментальных профилей. Далее в тузах выполняется работа, которая заканчивается выходом за пределы системы координат Земли. Можно сравнить формирование ментального тела с созданием скафандра. Вначале создаются оболочка и система скафандра, потом производится настройка, и, наконец, можно надеть скафандр и выйти за пределы Земли. Члены тайных обществ живут в системе ценностей, отличной от системы ценностей обычных людей, и ценят продвижение в эволюции сознания. Можно сказать, что они перемещаются в одной системе координат, а обычные люди выстраивают для себя собственную систему жизненных ценностей, внутри которой имеют значение семья, деньги, должности, звания, материальные вещи. То есть все значимые объекты являются внешними по отношению к обычному человеку. Для людей, относящихся к тайным обществам, существует понятие пути. Продвижение по пути духовной эволюции является внутренним понятием, поскольку это движение происходит по спирали, повторяемость качеств. Путь определяют в градусах окружности. Первый круг спирали, именуемый внешним, содержит 360 градусов и доступен ученикам или адептам. Второй круг, именуемый внутренним, доступен мастерам магии. Этот круг, подобно часовому циферблату, разбит на 12 часов. Каждый из 12 часов связан с одним из зодиакальных созвездий и дает магу определенные качества. Оставшаяся часть спирали содержит 4 пункта и посвящена 4 стихиям. Принадлежность к внутреннему кругу дает магу возможность активного использования ментального тела. Перейдя на уровень мастеров, маг перестает нуждаться в физическом теле для взаимодействия с миром. Теперь ему нужна специальная камера, саркофаг, в котором можно оставлять свое физическое тело. В древнем мире варвары довольно часто встречались с саркофагами магов, принадлежащих к погибшим цивилизациям. Это были массивные камеры, созданные из черной окаменевшей массы. Большая часть древних капсул имела форму, связанную с ментальным обликом мага. Наблюдая капсулы богов, люди, варвары, пытались копировать их, изготавливая из доступных материалов. Однако, если капсулы древних были устройствами, то варвары создавали только изображение капсул. Впоследствии это превратилось в создание гробов из дерева или керамики. В некоторых случаях варварам удавалось вскрывать капсулы древних. Внутри капсул они находили свежие тела, находящиеся в состоянии волшебного сна, анабиоза. Древние маги, которые провели в капсулах 1000 лет, были вовсе не мертвыми. Из этих наблюдений варвары извлекли несколько уроков. Первое. Древние покойники могут оживать, если их потревожить. Второе. Для людей, потревоживших сон древних владык, эта история всегда заканчивается самым ужасным образом. Пробудившиеся маги разрывали виновников на части и тут же пожирали. Это
связано с тем, что процесс расконсервации тела происходил в автоматическом режиме без контроля сознания и требовал большого количества органической пищи. Третье. Положенные в капсулы спали 1000 лет. Поэтому, создавая подобные капсулы для своих вождей, варвары называли их усопшими или уснувшими. Четвертое. Наблюдая процесс пробуждения древних, варвары понимали, что их вожди, проснувшись через 1000 лет, будут нуждаться в еде, слугах и предметах обихода. Отсюда возникли сложные ритуалы, которые проводили в усыпальницах, местах, предназначенных для хранения капсул со спящими вождями. И пятое. Капсулы древних были заполнены специальной желеобразной массой. Это привело к появлению сложных процедур консервации тел усопших. Постепенно у варваров сформировались сложные похоронные ритуалы. Некоторые из воплощавшихся среди людей древних магов владели навыками оживления мертвых тел. Именно этим магам удавалось создавать империи, так как оживленные мертвецы были хорошими и бесплатными солдатами. В результате появились технологии, связанные с консервацией мертвых тел. Согласно представлениям того времени, мумии можно было впоследствии оживить. Действительно, труп можно рассмотреть как идеальный робот-манипулятор. У мертвого тела можно вызвать сокращение мышц и движение конечностей. Процесс оживления тела связан со способом доставки питания к клеткам. В процессе мумификации из тела удаляют все внутренние органы, освобождая емкость для особой жидкости, являющейся переносчиком питательных веществ. Как я уже говорил, эта жидкость, созданная на основе окислов меди, называется голубой кровью. Она является аналогом гемоглобина. Процесс питания мертвого тела связан с введением специального финикового сиропа через ротовое отверстие. Вместо сознания, ментального тела, вводится искусственная программа, записанная на специальном металлическом талисмане, который мумия носит на шнурке. Для перепрофилирования мумии, например, из рабочего в солдата, нужно просто поменять талисман. При создании робота на базе мертвого тела наиболее сложной технологией является формирование искусственной личности. Нужные программы получают путем копирования ментальных тел живых людей. Самые сложные программы позволяют создавать мертвых ниндзя, воинов-убийц, способных реализовать наиболее сложное поведение. Также существует методика создания личий, при которой сознание человека еще до наступления смерти фиксируется в теле таким образом, что и после мумификации остается в нем. Таким образом, лич, являясь оживленной мумией, сохраняет прошлую личность. Личи практически неуязвимы для обычного оружия и могут существовать очень долго. Некоторые маги выбирают этот способ посмертного существования, особенно те, кто не успел достичь полного сознания. Тайные общества, владеющие технологиями некромантов, создают мертвых солдат, слуг или рабочих. В некоторых гораздо более редких случаях создаются личи или мертвые ниндзя. Эти технологии держат в тайне, стараясь избегать огласки, чтобы не эпатировать публику. В древности создавались достаточно сложные программы личностей. Эти программы, изготовленные в форме металлических кулонов, не исчезли. В некоторых случаях они были захоронены вместе с остатками мумий, некоторые попали в музеи и частные коллекции, некоторые остаются собственностью тайных обществ. Освоив технологию создания искусственных личностей, маги заметили, что эти талисманы оказывают влияние и на живых, то есть отпечаток ментала личности влияет на сознание других людей. Исходя из этого, стали изготавливать и талисманы для посвящений. Фиксация личности, находящейся в правополушарном состоянии на уровне 4.1, создает талисман, который переводит сознание человека третьего уровня в состояние 4.1. В распоряжении некоторых тайных обществ есть подобные артефакты, часть из них весьма древнего происхождения. Цивилизация майя специализировалась на создании подобных талисманов, и большое их количество попало в Европу из Нового Света.